Короче, ты пойдешь со мной. Но если ты кому-то проболтаешься, тебе крышка. Ладно. Батюшки, Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Воу. Чего? Потанцевать отказаться? Ну давай. Ты что делаешь? Дом и уют, уют и дом. Начало уже радует. Да, ребята, мы наконец-то вернулись с длительного путешествия, расслабились, и тут бам! Тут же узнали о повышении леди Акетры. А также узнали, что боги не боги. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы отныне больше не просто абд. Отныне мы абд новой советницы города, леди Акетры. Да уж, интересно получается. Тойфетун, видимо, не видит проблем в нашей госпоже и вполне себе открыто заявляет, что готов принять ее в качестве советницы города. Я тут даже не понимаю, кто кого переиграл. Либо Акетра обманывает Тойфетун, что она якобы за них, либо у братства на нее какие-то серьезные планы. Она же у нас все-таки не только богатая, но и мироходец. Короче, мы это явно все узнаем уже сегодня, но также напомню, в конце предыдущей серии мы узнали нечто важное. Пятерка богов Селиасет, Монту, Кнефмтити, Ронос и Хетентеп никакие не боги. Оказывается, когда-то давно это были самые обычные люди, пришедшие сюда в Миср при помощи отправления. И да, мы также узнали, что такое отправление. Это некие древние врата, способные переправлять любых живых существ, подобно мироходцам, в другие вселенные. Так вот, получается, эти пятеро прибыли в этот мир еще людьми, дабы исследовать временные парадоксы. А так как парадоксы интересовали и интересуют Джодаха, он решил им подыграть. Цитирую: «Предложил им остаться здесь и наблюдать. А чтобы им было не скучно, сделал их богами». Богами, само собой, не в прямом значении, а скорее переносном. Ведь слово «бог», как добавил Джодах, абстрактное понятие. И знаете, что я заметил? Судя по человеческому обличию Хетентепа по имени Спенсер, он явно родом оттуда, где цивилизация в развитии зашла сильно дальше, чем народ Египта. Может быть, он из далекого-далекого будущего, а может быть, он из нашего времени, 2023 года. Но у меня тогда вопрос: если даже там существуют временные парадоксы в будущем, то как, черт возьми, это останавливать? Как будто ни один выдуманный план не работает, а скорее усугубляет ситуацию. Я вообще напомню, что сейчас план Джодаха звучит примерно так. Собираем все осколки временного парадокса, пихаем все в мешочек и запинываем в другую мультивселенную. Заметьте, не вселенную, а именно мультивселенную. Таким образом, наша вселенная, в которой происходят все события, обретает порядок. Ведь вселенная стремится к порядку. О! Я не знаю, сработает это или нет, но план Джодаха реально жестокий. То есть, по сути, мы не избавляемся от проблемы. Мы берем метелку и заметаем все проблемы в другую вселенную. Вот так вот, идеально. О, и кстати, также напомню то, что прямо сейчас у меня супер важный план. Потратить утены. О, Лолошка, доброе утро. Да, доброе утро, леди Акетра. Потратить утены не на абы что, а на пузырьки опыта. Потому что я понял то, что прокачка огней занимает очень много опыта. Но, видимо, мы сейчас не пойдем на рынок. Еще раз доброе утро. Фу, Лолошка, знаешь, мне всю ночь снились всякие непонятные сны про огни. Ох, как же я устала от всего этого. Голова все время забита размышлениями. Тебе самому-то не кажется странным, что братство отдает нам эти огни? Они так стремились нас опередить, а теперь просто вручают нам их один за другим. Не понимаю, почему они это делают. Они все время за нами следили, опережали нас на шаг, а то и на несколько. А сейчас не только не пытаются отнять у нас артефакты, а наоборот, отдают нам их. Либо мой план сработал, и они думают, что мы хотим к ним присоединиться, либо у них все это время был какой-то другой план. И мы до сих пор, Лолошка, о нем не знаем. Так, погоди, это же то, что я буквально в начале серии сказал. Непонятно, кто кого переигрывает. Ну, у меня тут это 50 на 50, не знаю. А еще это вчерашнее появление Салика, все его слова о моем назначении на пост советницы. Ой, нет у тебя ощущения, что все это попытки Тойфетуна пустить нам пыль в глаза?
отвлечь от чего-то глобального. Что думаешь? О, нет. Ну я же только что сказал 50 на 50. Я не знаю, зачем такой выбор. Ну ладно, что тут подходит? Акетра, я думаю, ты опять все слишком усложняешь. Мы все отлично отыгрываем свои роли. Вот они и поверили, что мы их сторонники. Да, ну я, честно говоря, не совсем верю в то, что они поверили. Знаешь, мне кажется очень странным, что они вообще решили нас поймать. Они могли дождаться, когда мы соберем все огни, и потом уже отобрать их. Братство явно что-то узнало, и мы стали им нужны. А ведь если так подумать, то, ну, реально, то есть они же просто могли подождать? Это хороший выбор, хороший. Ой, ну не знаю, Акетра. Если честно, мне братство все больше нравится. Я не хочу больше быть на стороне богов. Они же даже не настоящие боги-то. Мы можем достичь целей Джодаха и целей братства одновременно. Ну нет, наверное вот это. Странно, что они вообще нас поймали, как будто они что-то узнали, и мы стали им нужны. Ну вот, точно. Я тоже об этом думаю, Лолошка. Надо быть особенно осторожными и продолжать подыгрывать им. Как бы то ни было, мы все ближе к разгадке. Вместе с перчатками Монта у нас уже 8 огней, да? Мы точно знаем, что братство держит у себя как минимум 1. Братство, кроме Даны, считает, что огней 12. О, господи. Получается, мы что, уже на финишной прямой, да? Понимать бы только, насколько эта финишная прямая действительно финишная. Ну сколько нам еще мотаться по всему Мисру, а? О, и сможет ли Спенсер и дальше помогать нам в поисках? Может быть, нам удастся помириться с богами? Все вопросы, это вопросы. Как же все это сложно. Мы через столькое прошли, постоянно находим все больше ответов, но эти ответы только порождают новые вопросы. Обычно подобное меня только раззадоривает, но я действительно не знаю, где искать ответы на мои вопросы. Кстати, слушай, а как Салик представляет меня в должности советницы, если я должна буду... Подожди, это же означает, что я... Да. Доброе утро, госпожа Акетра! Пока вы ничего не сказали, попрошу вас не использовать в этом разговоре имен. Ни моего, ни имен остальных членов братства. Договорились? Уж больно много последнее время начало ходить слухов. Как-то потеряли мы осторожность. Не понимаю, к чему такая скрытность, когда вы буквально любого контролируете? Ай-яй-яй, леди, ну зачем же ты так? Ты все еще смотришь на нас, как на диких зверей. Нет, я ничего подобного не хотела сказать. А, да? Ну тогда странно, что ты не понимаешь, что мы не хотим лишних жертв. Существование братства, леди, должно оставаться в тайне, чтобы нам не могли мешать. Если кто-то узнает о нас, кому знать не положено, этого человека нужно убить. А мы ж не звери какие-то, верно? Мы не хотим убивать людей Мисра. Мы хотим их спасти. И именно поэтому было принято решение о назначении тебя главой городского совета. Потому что ты тоже, Акетра, хочешь для людей лучшего. Я не отрицаю, мы расходимся с тобой в представлении о лучшем. Твой индивидуализм меня восхищает, это правда. Но я нахожу его слишком наивным. Ах, вот как. Тогда почему же ты отдаешь эту должность мне? Неужели нет никого, кто целиком бы удовлетворял вашим запросам? А ведь это и правда очень хороший вопрос, леди. Миср богат на лояльных, но не на инициативных. В таком крупном городе, как Нарфанис, нам важнее человек, который сам сможет принимать решения. К тому же, никогда нельзя исключать варианта, что я просто ошибаюсь. Но твои школы показывают блестящие результаты. Выпускники ремесленной поставляют по всему Мисру свою продукцию. Да за ней едут даже с Гезиры. Возможно, городским жителям и правда поможет образование. Не думала, что ты способен признавать чьи-то заслуги, кроме своих. Опять 25. Акетра, я был бы глупцом, если бы не умел видеть в других потенциал. Просто в Мисре он крайне, знаешь, редко встречается. Хорошо, тогда у меня остался еще один вопрос. Как я могу совмещать поиск огней со своим новым постом? О, как оно... А я-то шел сюда в волнении, что ты захочешь отказаться от предложенного места.
Рад, Акетра, очень рад. Об этом можешь не беспокоиться. Дана сообщила мне об успехах Лолошки. Она уверена, что ты будешь полезна здесь. Поиски Лолошка продолжит без тебя. Да, что? Но нет, подожди, но ведь он мой абд. Я не хочу, чтобы он отлучался надолго от меня. Он мне... Он нужен для выполнения моих поручений. О, леди, твоя забота крайне умилительна. Не переживай, Дана ему ничего не сделает. Я так понимаю, что в этом вопросе у меня тоже нет выбора, да? Ну прости, все уже решено. Я просто даже и подумать не мог, что тебя что-то может смутить. Вы с Даной отправитесь на корабле Буриса. Вместе с вами будут люди Амара, понял? Люди Амара? Куда вы его отправляете? Да пока что никуда, господи. Послушай моего дружеского совета, Акетра. Тебе сейчас не об этом нужно волноваться. А вот тебе как раз таки об этом. Скоро придет Дана, и она ведет тебя в курс дела. Так, что же насчет... Знаешь, леди, да ты ж прекрасно выглядишь. Значит, можем с тобой отправляться в совет прямо сейчас. Сейчас? Как это? Уже? Угу, именно так. У меня у самого сегодня есть несколько задач, но пока есть время, покажу все, что успею. Ладно. Лолошка, увидимся вечером. Ладно. Удачи, леди Акетра. Вопрос теперь. А что насчет Абди и Хануф? Они вроде как сегодня должны были вернуться, да, помните? Они там ходили на трехдневную службу к Нефмтити, все такое. Но я не вижу никого, даже с Дерека. Так, зайти я не могу, понятно. Здравствуйте. Привет. Да, привет. Ну чего? Променяла тебя твоя госпожа на хорошую должность, да? Ну ты не расстраивайся. У госпожи Даны для тебя много интересных задач. Нам с тобой через пару дней плыть в Дидинахвамдис. Я избегала этого как только могла. Но это последний огонь, про который у братства есть информация. Так что не отвертеться, увы. Не понимаю, почему Салик и остальные считают, что в этот раз все получится. Легко им рассуждать. Их толстые задницы останутся здесь, пока мы с тобой... Ладно, все уже давным-давно решено. Чего теперь переживать-то? Кстати, а какой сегодня день? О, черт, как я могла забыть? Я пообещала быть тебе сегодня нянькой. Но у меня же сегодня одно дело, которое... Короче, ты пойдешь со мной. Но если ты кому-то проболтаешься, тебе крышка. Ладно. Хорошо. Пойдем. То есть, как бы выбора-то у меня нет. Я надеюсь, что мы мимо рынка пройдем. Мне очень надо купить пузырьки. Куда она там собирается меня отвезти? Пойдем. Такс. И, ага. Нас никуда не телепортируют? На самом деле, было бы прикольно сюжетно появиться в каком-то новом месте в этом городе, потому что, да, я могу сам походить, но... Что? Да, знаю, что ты думаешь. Здесь я убила скульптора. Я не собиралась его убивать. Так вышло, потому что... знаешь, неважно. Думай, что хочешь, понятно? Но ты сейчас пойдешь со мной и будешь там панькой. Понял? Да, я как раз и хочу появиться в каком-то другом месте в городе. А скульптора, если честно, я Ну даже вот не и хорошо. Пойдем. Подожди, а что она сделала? Она как будто что-то сняла, да? Так, ладно, котики, всем привет. Куда мы отправляемся? В больницу. Ой-ой-ой. Целительница, здравствуйте. О, мы сейчас, походу, пойдем в ту самую комнату, где когда-то был убит скульптор. Или нет? Куда зевать? Нельзя. Так, ладно. Что это за место? Ты сегодня великолепно. Э? Я тоже помню эту историю. Эй, Момо, привет. Чего? Момо, это я, Дана. О, Дана, точно! Знаете, это моя внучка. Она очень хорошо продвинулась по карьерной лестнице. Я очень горжусь ей. Только вот не может она все найти себе хорошего мужа. Никто не достоин моей Даны. Эй, Момо,
Я здесь. Дана, это я. А, Дана? О, Дана, точно! Она навещает меня здесь. Она хорошая, знаете, она хорошая. Заботится обо мне. Да нет же, я здесь. Момо, ты что, не узнаешь меня? А? Даночка? Это ты, что ли? Да, это я, Мо. Это я. О, иди ко мне, Даночка. Как же я рада тебя видеть. Ну вот. Я никому не скажу. Момо, я пришла сюда не одна. Это Лолошка, мой знакомый. Батюшки, Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Нет, Мо, это не Махир. Это мой друг Лолошка. О, Махир, потанцуй со мной, как в старые времена. Я хочу снова почувствовать себя молодой. Мо, господи. Воу. Чего? Потанцевать, отказаться? Ну давай. Ты что делаешь? Я просто нажал, что первое попалось. Момо, позвольте пригласить вас на танец. Что это? Тут пенсионеры собрались. Но Дане это, видимо, нравится. Это хорошо, что нравится. Ой, ты погляди на О, нее. Хабиби, как давно я тебя не видела. Мы с тобой так молоды. У нас еще столько всего впереди. Знаешь, Махир, когда мы так с тобой танцуем, я начинаю задумываться, что я бы могла выйти за тебя замуж. Хе-хе-хе. Ой, слушай, Махир, что-то я утомилась. Пойдем-ка выпьем соку. Это, знаете, у нее деменция. Ох, Хабиби мой, ты меня так утанцевал. Ой, Момо, ты в порядке? Не устала? ах, Даночка, если Махир продолжит так танцевать, я соглашусь выйти за него, это правда. Мо, вы были женаты 30 лет. Бобо давно нет с нами. О, не говори так, милая. Махир всегда с нами. Вот тут. Чувствуешь тепло? Да. Я чувствую, Мо. Конечно, я все чувствую. Ох, Дана, ты давно не навещала меня. С тобой что-то случилось? Нет, я была у тебя 2 недели назад. О, ух, старая я что-то стала. Для меня каждый новый день это подарок к Нефмтити. Нет, не говори так, Мо. Ох, слушай, а почему Мади не приходит? Сын должен навещать свою мать. Потому что он умер, Мо, много лет назад. О, да. Это ужасное горе, когда родители живут дольше своих детей. Это очень больно. Слушай, знаешь, давай не будем об этом. Я тебе принесла финики. Ты же любишь финики? Финики? Ох, финики. Ой, Махир всегда приносил мне финики, когда возвращался домой с поля. Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Господи. Потанцуем. Она опять забыла, что... Понятно. Она почти никогда не узнает меня, когда я прихожу к ней. Но сегодня нам повезло. Махир, если что, это мой дедушка. Он был совсем не похож на тебя. Но, во всяком случае, тот Махир, которого помню я. Бабушка начала все забывать, когда отец... Когда его прикончил мироходец, которому ты обязан жуком у тебя в спине. Мне было 14. Мама умерла, когда я родилась. После смерти отца я осталась с Момо и Бобо. Тот отморозок, подобный тебе, убил отца на глазах у Мо. Она сошла с ума от горя, начала терять память, перестала нас узнавать. А потом умер дедушка. Момо даже не поняла этого. Она никого не узнавала, ничего не понимала. Мне пришлось поместить ее сюда. С годами ей стало лучше, это правда. Но память до конца не вернулась. Я прихожу к ней каждые 2 недели. Иногда почаще. Лекари говорят, что теперь дело в возрасте. У нее старческое беспамятство. А вообще, знаешь, мне не нужна твоя жалость. Так что не вздумай ничего говорить.
Я не хочу, чтобы меня жалели, потому что это часть моей жизни. И очень давняя часть моей жизни. Я привыкла. О, созвездие Скорпиона. Любимое созвездие дедушки. Ты очень повеселил сегодня, Мо. Я очень давно не видела, как она смеется. И спасибо, что потанцевал с ней. Это было очень важно для нее. И для меня. Я должна довести тебя до дома. Мне велено глаз с тебя не спускать, поэтому... Пойдем. Видимо, братство боится, что ты струсишь плыть в Нахмамдис и сбежишь. Ть. А я не сбегу, все правильно думаешь. Что? Ну, и чего ты встал-то? Ты что, если встал? Я шел за тобой, алло. Итак, я еще раз скажу на всякий случай. Если кто-то об этом узнает, тебе крышка, понял? Я не просто так держу информацию про себя в секрете. Я никогда никому не позволю больше задеть меня через семью. Ты понял меня? Держи рот об этом на замке. Чао. Ладно, хорошо. Это была серьезная история, честно говоря. Ну-ка, давай проверим кое-что. Где положительные подарки, Ниналя Кетра. О, Дана. Ну, шкала отношений, конечно, вообще говно то еще. Нейтральные подарки, железный нож. Я не думаю, то, что мы доведем шкалу отношений даже до середины. Потому что, казалось бы, я реально выбирал много чего, что нравилось Дане. И это только вот это. Ну, не знаю, 10%. Заметно то, что она вообще никому не доверяет. Ну, просто по нулям. А вообще, прямо сейчас, пока мы не вернулись домой, мы очень быстро, прям стремительно включаем вейпоинты и телепортируемся... Вот, Нара. Да, это то, что мне надо. Здравствуйте. В мире магии каждая деталь важна. Я помогу выбрать тебе правильное зачарование. Приходи ко мне, если хочешь стать сильнее. Мои зачарования долго действуют, так что возвраты не принимаются. Да, я пришел к вам за этим. За торговлей. Я хочу приобрести, значит, пузырек опыта. Одна штука стоит 1 утен. Ну, в целом нормальная цена. Я куплю пока что стака 2. Не думаю, что мне прям супер много надо тратить. Мало ли утены на что-то пригодятся. Далее телепортируемся в дом Акетры. И смотрим. Так, Акетра, ты уже тут? Ой, привет. Ты что, выходить собиралась? Я видел бабушку Даны! Эй, Акетра! Ты что, подслушивала? Кстати, что она тут стояла-то реально? Привет! Как прошел первый день на новом посту? Блин, Лолошка, я не хотела подслушивать, честно. Стоп, погоди, что ты... Блин, спасибо, что не стал поднимать эту тему, но мне слишком стыдно. Я очень переживаю, что Дана завладеет твоим сознанием, как когда-то завладела Абди. Я вижу, как он страдает. Я наблюдаю за ним. Он до сих пор не может до конца освободиться от ее оков. А она видит это и продолжает над ним издеваться. Лолошка, пообещай мне, что Дана не задурманит тебе голову своими ядовитыми парами. Да, все нормально. Ну, как бы я немножко соболезную ей, само собой, но не задурманит, все нормально. Я только твой абд, госпожа, не беспокойтесь. Я не могу тебе этого обещать, Акетра, это не от меня зависит. Ты просто ревнуешь. Так, это я даже читать дальше не буду. Я только твой абд, не беспокойтесь, Акетра. О, я надеялась на положительный ответ, но настолько? Ты меня успокоил, абд Лолошка. Ой... А вообще, день был очень насыщенный. Салик мне столько всего показал, рассказал. Я столько всего могу поменять, столько всего могу сделать. И теперь, когда я совсем спокойна, надо выспаться. Спокойной ночи, Лолошка. Спокойной ночи, леди Акетра. Классика вот эта. Спокойночковая классика. Что ж, у Даны неплохой бэкграунд, но она сказала то, что Той Фэтун знает только об одном огне. Чисто теоретически нам остается найти либо, видимо, 0, но уже не 0, либо 1, либо 2. Я уже, честно говоря, не понимаю, сколько их. То 11, то 12, то 13. Ну, видимо, раз уж сезон называется 13 огней, то, да, их 13. Следовательно, Той Фэтун знает об одном огне, а вот о втором они не знают. И как же мы тогда его будем искать? Как мы будем искать последний огонь? Я, кстати, заметил то, что Акетра даже ничего не сказала про Абди и Ханув. Ну, кроме того, что я очень переживаю, что Дана завладеет твоим сознанием, как когда-то завладела Абди. Но, а они вообще вернулись? Алло, Абди, Ханув! Ну, может быть здесь?
Ну так, на всякий случай. Нет, короче, раз уж мы вот у этой статуи, надо бы, наверное, посмотреть. 2 лазотеповых, 3 ауритековых, 8 золотых. Ух ты. Надо бы во что-то явно вкинуть. Это точно не ремесло. Не думаю, что оно мне уже понадобится. Скорее всего, это либо улучшение организма на дополнительную регенерацию, либо улучшение боя на дополнительный урон и сопротивление урону. Да, наверное, улучшение боя. Раз, два, 3, 4, 5. О, дополнительное сопротивление +1 выросло. По-любому ауритеховых скоробеев мы потратим на выносливость. Где она? Вот, 15 уровень, 16 и 1, так и быть, оставим. Также я напомню то, что я по-любому хочу фараоновые крылья прокачать до 2 секунд, потому что я осознал, это круто, это надо. Но мне нужно еще 3 лазотеповых скоробея. Боже, надо срочно выполнять квесты. Но этим мы займемся уже потом. На этом я действительно буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, не забывайте, пожалуйста, про подписки. Ваши маленькие нажатия делают огромный удар по мотивации и повышают ее до максимальных значений. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Момо. Неплохой получился танец. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.